Привет, друзья! Рецепт ужина за 30 минут, который покорил весь мир. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать. Быстрый вкусный ужин из самых простых продуктов, которые найдутся на каждой кухне. Не забудьте сохранить рецепт и поделитесь с друзьями. Нам понадобится 5 или 6 крупных картофелин и обычная терка. Трем картошку на крупной терке. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с моими любимыми зрителями и подписчиками моего канала. И я с большой радостью приветствую каждого из вас и напоминаю, что меня зовут Олеся, и вы на канале «Готовим дома». Сегодня готовим быстрый и вкусный ужин из картошки. Мы с вами натерли картофель и перекладываем его в чистую миску. Если у вас картофель сочный и выделяет довольно много жидкости, то лучше отожмите картофель руками. Просто набираете в руки горсть картошки и отжимаете. Лишний сок вы удалите, и тем самым придется добавлять меньше крахмала. Приправляю картофель солью и щепоткой черного молотого перца. Если хотите, можете добавить какие-то специи, которые вы любите. Например, это может быть сушеный чеснок, или сушеная петрушка, или готовая приправа для картошки. Все хорошо перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились по всему картофелю. И добавляю 2 столовых ложки крахмала. Я использую кукурузный крахмал, но если у вас нет кукурузного крахмала, можете заменить его обычным картофельным крахмалом. Еще раз все хорошо перемешиваем, и также можете в картофельную массу добавить 1 или 2 столовых ложки растительного масла. Так, все хорошо перемешали, и пока отставим картошку в сторону, нам понадобится такая вот формочка. Это форма для маффинов. Она продается в каждом магазине, по крайней мере, я встречала ее в любом супермаркете без проблем. Форму нужно хорошенько смазать растительным маслом. Хорошо смазываем каждую формочку, чтобы при выпечке ничего не прилипало. Вместо такой формы вы можете воспользоваться обычными силиконовыми формочками для кексиков. Возьмите то, что у вас есть на вашей кухне под рукой. Набираю немного картофельной массы и выкладываю в каждую формочку. Формочку заполняю не до самого верха, примерно до половинки. Такую картошечку на ужин я готовлю уже не первый раз, потому что моя семья все сразу съедает подчистую, ничего не остается, и приходится повторять, чтобы снова порадовать их быстрым и вкусным ужином. Я пробовала также смазывать форму вместо растительного сливочным маслом, и на сливочном масле получается просто такой приятный аромат вкусного топленого масла. Очень вкусно. Попробуйте 2 варианта, какой вам больше подходит. И теперь при помощи ложки аккуратно утрамбовываем картошку и немножечко распределяем ее по дну и по стенкам формы. Нам нужно придать такую форму картошки в виде такой корзиночки. Можно это делать ложкой, я также пробовала делать руками, пальчиками. Все очень быстро делается и просто. Видите, вот так вот ложечкой берем и размазываем картошку, распределяем ее по стеночкам. Я уже поставила разогреваться духовку. Духовку сразу нагреваю до температуры 180 градусов. И картофельные корзиночки будут выпекаться примерно 25-30 минут. Я готовлю их до красивой золотистой корочки. Как только увидите, что картошечка начинает румяниться, корзиночки уже готовы. А пока будут готовиться корзиночки из картошки, мы с вами приготовим вкусную начинку для наших картофельных котлеток, оладий. Я не знаю, как назвать этот рецепт. Это что-то невероятно вкусное, название я еще не придумала. Если у вас есть варианты, поделитесь, пожалуйста, со мной в комментариях, я буду очень рада их почитать. Отправляю картошку в духовку и сразу же ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом. Масло можете использовать подсолнечное или оливковое, какое вам больше привычнее. Теперь нарезаем 1 репчатую луковицу вот такими полукольцами или четверть кольцами.
Можете нарезать мелко, здесь тоже по вашему желанию. Вместо красного лука вы можете взять обычный белый репчатый лук. У меня лук салатный, он сладкий, поэтому он получается очень вкусный при жарке. Я просто обожаю жарить такой лук на гарнир, и получается невероятная вкуснятина. Отправляю лук в горячее масло и обжариваю 2-3 минутки на среднем огне, периодически помешиваю, чтобы лучок не горел. А пока жарится лук, беру один красный болгарский перец, разрезаю и вырезаю семена. Друзья, такой быстрый и вкусный ужин из картошки, я уверена, понравится всей вашей семье, поэтому не забудьте сохранить рецепт, он вам еще пригодится. Уверена, что вы еще не раз приготовите по нему и порадуете вашу семью. Я нарезаю перец сначала вот такими ломтиками, а затем нарезаю мелко, небольшими кубиками. Перец очень вкусный, мясистый, очень сладкий, сочный, и он придает такую сочность, сладость начинке, получается очень вкусно. Перец можете брать, конечно, любого цвета, можете взять зеленый, желтенький или такой красный, как у меня. Отправляю перец к луку и обжариваю еще 3-4 минутки. Хорошо все перемешиваю, чтобы ничего не подгорело. Сюда же натираю 1 зубчик чеснока. Если любите чеснок, можете взять его побольше. 2 или 3 зубчика, все на ваш вкус, друзья. И приправляю по вкусу солью, черным молотым перцем. Можете добавить какие-то ваши любимые приправы. Также добавляю сюда горсть рубленой петрушки. Вместо петрушки можете взять пучок укропа. Мелко нарезаем и отправляем тушиться к овощам. Такое прекрасное, полезное и очень вкусное овощное блюдо на ужин. А главное, что все продукты простые и доступные. Также для этого блюда, для этого рецепта мне понадобится 1 помидор. Вот такой мясистый, спелый, очень вкусный помидор. Нарезаем его сначала ломтиками, а затем небольшими кубиками. Отправляю помидор в сковородку к нашим овощам. Сюда же добавлю щепотку соли. Все пробуем и добавляем соль и перец, все специи по вашему вкусу, чтобы было в меру соленым и просто вкусным. И тушим еще 1-2 минутки, снимаем с огня. Сюда же в овощную массу я добавляю, разбиваю 1 яйцо и все хорошо перемешиваю. Наши картофельные маффины уже почти готовы. Достаем их из духовки. И еще нам понадобится небольшой кусочек ветчины. Нарезаю ветчину вот такими вот кусочками. Теперь берем небольшой кусочек ветчины и раскладываем в картофельные корзиночки. Кладем по 1 кусочку, если хотите, можете положить больше. Также вместо ветчины можно положить любую другую колбасу или, например, сосиски. Теперь берем немного овощей, которые мы с вами потушили и смешали с яйцом, и раскладываем по 1-2 ложки в каждую корзиночку из картошки. Этот рецепт мне также очень нравится тем, что его не только быстро и легко готовить, но вы можете приготовить его и брать с собой на работу в качестве перекуса или давать детям в школу. Он очень удобный, такие картофельные корзиночки вкусные как в холодном, так и в горячем виде. Поэтому обязательно готовьте, сохраняйте рецепт, не забывайте делиться с друзьями и, конечно, пишите комментарии. А также мне нравится, что в этом рецепте можно легко менять начинку, и каждый раз вы будете получать новый вкус этого простого и невероятно вкусного блюда.
Сразу же предложу вам несколько вариантов начинки, чтобы вы могли экспериментировать и выбирать что-то на ваш вкус. А пока натрем кусочек сыра на терочке. В качестве начинки вы можете использовать курицу отварную, поджарить лучок, смешать отварную курицу, нарезанную кусочками, с жареным луком, приправить солью, перцем, и прекрасная вкуснейшая начинка по типу жульена. Получится тоже очень просто, вкусно и очень сытно. Также в такую начинку вы можете добавить грибы, если любите. Сверху посыпаем сыром и отправим в духовку еще буквально на 5-10 минут, пока не расплавится сыр. Не забудьте подписаться на канал, друзья, если вы еще не подписаны. Новые видео выходят 2-3 раза в неделю, так что на моем канале вы всегда найдете много простых и вкусных рецептов и всегда будете знать, что приготовить на ужин, на завтрак, на обед, на перекус. Мои рецепты простые, вкусные и проверенные, так что вся ваша семья будет сытая и довольная. Нарезаем небольшой пучок зеленого лука и можно уже доставать картошечку из духовки. Только посмотрите, друзья, какая вкуснятина! Выглядит очень аппетитно. Сверху посыпаем зеленым лучком. И вот такая вот красота у нас получилась. Пахнет очень вкусно, запах разносится по всей кухне. Кажется, совсем простые продукты, а получается такое интересное, необычное и очень вкусное блюдо из картошки. Уже не терпится поскорее попробовать кусочек и посмотреть, какие они получились внутри. Давайте я попробую одну штучку и покажу вам, какие маффины картофельные получились в разрезе. Посмотрите, вот такое донышко, ничего не подгорело, все отлично досталось из формы. Из этого количества продуктов у меня получилось 12 штук картофельных корзиночек. И посмотрите этот разрез, это просто чудо. Приятного аппетита, друзья! А вкус просто невероятный, чувствую, что мне сейчас придется готовить еще одну порцию.